Я долго думал над тем, как мне начать этот ролик, и принял непростое решение. Мы просто что-нибудь взорвем. Пух! Приветствую всех на канале, с вами Алекс Кларк, и сегодня мы поговорим о последнем выпущенном на данный момент клипе Реаниматора, который вы могли видеть некоторое время назад. Я постараюсь сделать детальный разбор, ответить на некоторые важные вопросы, ну и сделать пару предположений касательно того, что будет в следующих клипах данного сериала. Итак, не будем тянуть, но и мы начинаем. А клип под названием The Brave начинается с пересказа основных событий, показанных в трейлере сериала «Война Эндерских королевств». Ну то есть, Лорд Пустоты, именуемый Лансом, вторгнувшись и захватив Лавандовое и Лунное королевство, готовит вторжение на территорию королевства привратников. Что стало с главами Лавандового и Лунного королевства, Ларой Сильвервинг и Аполлоном, нам неизвестно. То ли их взяли в плен, как и саму Скайлер в будущем, то ли казнили на месте. Но я все же склоняюсь к первому варианту, ибо Ланс вряд ли был бы против того, чтобы его враги увидели результат его исследования и завоевания. Но вернемся к повествованию. В отличие от этих двух королевств, у привратников хотя бы было время для подготовки к битве и эвакуации гражданских в более безопасные места. И поэтому среди их генералов был созван военный совет. В данном случае рассказчиком является весьма новый персонаж. Знакомьтесь, Скайлер, лидер привратников, способный развалить целый корабль одним ударом булавы, и хранительница ключа от врат портальной сети, который своим анимированным глазом очень сильно напоминает мне Эндер Сундук из клипа Эндер Хёртед вселенной Капитана Спарклза. Ее озвучивает тот же актер, что и Хильду, Лиззи Хоуф, и скажу вам, озвучивает очень круто. Голос идеально подходит героине и вообще не вызывает никаких вопросов. Скайлер очень сильна, по большей части физически. Во всяком случае, уж точно сильнее Церис. Но также и владеет некоторыми заклинаниями. По типу призыва магического оружия, способного сдержать даже могущественного врага. В целом, персонаж весьма интересный. Скайлер рассказывает всю информацию своим генералам, а также принимает важные решения. Она хочет отправить еще одного нового персонажа, Сору, в сердце врат для их непосредственного закрытия, чем героиня и будет заниматься на протяжении остальной части клипа. Ее, к слову, озвучивает Элана Фицджеральд, актриса озвучания Каи из Вяза Денджи XL. Насколько я понимаю, у привратников был собственный эндеркристалл, но он являлся частью врат, и они никак бы не смогли применить его в битве. К тому же, в конечном итоге он был уничтожен во время закрытия врат. Ланс же вторгнулся на территорию привратников не только для того, чтобы захватить их кристалл, но и для получения контроля над портальной сетью, для большего удобства захвата других королевств. Это и стало основной причиной, по которой соседние королевства послали привратникам подкрепление, чтобы врата можно было удержать. И пускай это подкрепление лишь формальность, поскольку основная часть войск остается в столицах этих королевств, на случай внезапной атаки Ланса. Но все же, это довольно неплохое оказание помощи. Без люксомантов с Лайтборнских островов и аромантов с Ароманского анклава, привратники бы попросту не смогли бы удержать врата. Безусловно, Сора бы смогла их деактивировать, но было бы уже слишком поздно, и враг бы уже успел войти в портальную сеть. Ну и точно то же самое произошло бы, если бы Сора отправилась закрывать врата с отрядом бойцов. Мало того, что они бы медленнее продвигались, так еще и сами врата были бы захвачены намного раньше, чем бы они успели дойти до замка. Напоминаю, от разделения войск число имеющихся воинов не увеличивается. И именно поэтому Сора и пошла на это задание в одиночку. Само же подкрепление представляет из себя несколько батальонов магов света с небольшой флотилией и буквально маяковыми пушками. Их предводителем является Рамиэль по прозвищу Незрячий. Он буквально слепой персонаж, имеющий звание генерала. И исходя из дополнительных материалов, он лишился зрения самостоятельно, тестируя новое заклинание яркого света. Однако свет оказался чересчур ярким для его четкого рассмотрения и лишил парня глаз. Да уж, меня как-то напрягает, что самые сильные люксоманты являются незрячими. То Лаурета, их непосредственный лидер, то один из ее генералов. Какая-то нездоровая тенденция получается, господа. Они, конечно, видят все то, что происходит вокруг них, но лишь при помощи магии. Я вижу все, что ты делаешь. Я вижу все, что видишь ты, только я вижу не так, как ты. И в отличие от Лауретты, Рамиэль не носит повязок. Но помимо магов света, в подкреплении числится и батальон магов воздуха. Они чем-то напоминают мне элитарный корпус Фростборна, но и выглядят гораздо шикарнее. Ну и к тому же еще и владеют магией.
И их лидер, Сапфира Фандервинг, она же Громокрылая, вообще является смесью Эндеркина и Драконика. А также, насколько я понимаю, может манипулировать молнией. Большего, к сожалению, о ней мне сказать нечего. В общем, войска 3 королевств собрались на главном острове Королевства Привратников, чтобы защищать врата. К ним на переговоры прибывает лично Лорд Пустоты, которого в этот раз озвучивает не Остин Ли Мэтьюс, как это было в Be Afraid, а Майкл Зекас. К слову, ранее он подарил свой голос Ностре, и в прошлый раз мне не особо понравилась его работа. Но в этот раз чувак выложился по полной. В голосе персонажа чувствуется все то, что и нужно. Харизма, безумие, рассудительность. Я получил такой кайф, когда переслушал части, в которых говорит его персонаж. Я уже неоднократно говорил, что я обожаю Ланса как персонажа, хоть и категорически не согласен с его действиями и мировоззрением. И как же я был рад, что замена актера никак его не испортила. К слову, замена связана именно с тем, что Ланс в событиях данной войны еще молод, поэтому его и озвучивает более подходящий актер. В общем, Ланс предлагает Скайлор объединить силы для проведения общего завоевания. И я почему-то сомневаюсь, что подобное предложение он делал и своим предыдущим жертвам. Он нападал внезапно, к тому же ему же нужно было как-то показать свою силу и серьезность намерений. Поэтому он вряд ли тратил время на подобные переговоры. С привратниками же другая история. Они уже видели мощь своего врага, и был шанс, что они перейдут на сторону Лорда Пустоты. Ланс рассчитывал на это, когда предлагал Скайлор место в своих рядах. Однако, поскольку принципы и философия народа Эндера противоречат действиям Ланса, он получает отказ. Само собой, Лорд Пустоты возмущается подобному ответу. Насмехается над тем, насколько жалкую и однообразную жизнь избирает Скайлор для своего народа, и уверяет, что кристаллы могут помочь разбудить истинную врожденную силу Лорда Фендера. Я, конечно, не до конца понимаю, зачем он пытается чинить то, что не сломано и эффективно работало на протяжении тысячелетий, но об этом чуть позже. В этой же сцене Ланс размышляет и о том, каким же великим мог бы стать Энд и его жители, если бы лорды объединились в одну единую империю и захватили бы все другие миры. И мне кажется забавным, что в его размышлениях отсутствует Лара Сильвервинг. Я бы хотел сказать, что это из-за того, что она отказалась от участия в этом безумии. Но ведь тут же присутствует и Аполлон. Получается, он согласился присоединиться к Лансу? Или же Лара попросту умерла? Так много вопросов и мало ответов. Хотя это мог быть и анимационный косяк. Такой же, как и эти скользящие, но не анимированные пустотники, находящиеся позади Лорда Фендера. Короче, Ланс называет всех своих бывших коллег трусами. За 100 лет изгнания ничего не изменилось. Cowards. И призывает пустотные корабли. И да, корабли телепортируются именно благодаря магии 2 объединенных кристаллов. С одним кристаллом у него ничего бы не вышло. В To The Void был показан тот же принцип их действия. Поэтому Цериса и удивилась деянием Арабеллы. Ланс вызывает своего помощника, генерала Дистопию, а сам уходит через пустотный портал, чтобы начать медитацию в своем собственном измерении. Стоит отметить, что речь идет именно о пустотных порталах, а они кардинально отличаются от обычных. К примеру, когда человек входит в обычный портал, он сразу же выходит из него в том месте, куда этот портал ведет. Пустотные же заклятия позволяют создавать карманные измерения, в котором можно находиться столько времени, сколько потребуется, до момента открытия выходного портала. Это также кардинально отличается и от заклинания Мира Снов, так как в этом измерении может находиться не только разум чародея, но и его физическая оболочка. Но вернемся к Дистопии. Генерал Дистопия — это вообще шедевр. Мало того, что является нежитью, обладает магией, позволяющей отделять свои руки и манипулировать ими на расстоянии, по сути телекинезом, так и еще и наделен божественной хореографией. Он показывает себя во всей красе в битве с Элизой, генералом привратников. Хотя, объективности ради, Элиза не такой уж и серьезный соперник, если обратиться к событиям To The Void. Но с другой же стороны, с тех пор прошло много времени. Элиза даже нашла себе девушку в лице Соры. Да и в конце концов звание генерала просто так и кому попало не присваивают. Короче, Ланс сваливает, а Дистопия остается командовать армией. И командует весьма продуктивно. Опыт сериала Fractures показал, что не каждый генерал, даже имея численный перевес, способен побеждать своего врага. Дистопии же это удалось. По сути, в конце клипа привратники пали, а выжившие воины, скорее всего, будут взяты в плен, допрошены и использованы как дополнительную рабочую силу. В конце концов, в отличие от того же Наеуса, Ланс хочет управлять народом своих врагов, а не истреблять его подчистую. Командование Дистопии породило одну из самых крутых сцен клипа The Brave — появление пустотных воинов на острове Врат. И хоть по факту это зацикленная анимация, визуальные и звуковые эффекты подобраны так гармонично, что у меня не хватает слов, чтобы описать свои
свои чувства. Скайлер пытается вразумить противника уроком истории, однако Дистопия не оценил подобных нотаций и ринулся в бой, воодушевив свою армию. Но Скайлер не глупая и тоже решил воодушевить свою армию. Не только делом, но и красивым словом. И признаюсь, Лиззи Хоуф отлично умеет озвучивать вдохновляющие на бой изречения. Это действительно было великолепно. И само собой, начался масштабный махич. Аэроманты прикрывали пехоту союзников с воздуха, сражаясь с летающими пауками, а также бомбардировали пустотные корабли. Люксоманты также прикрывали пехоту своими световыми стрелами, расстреливая неприятелей с воздуха. Пехотинцы же сражались с вражеской пехотой. Преимущество явно было у привратников, так как у них были и щитовики, а не только мечники. Однако, это преимущество было довольно незначительным. Капитан флагмана пустотного корабля начал бомбардировку пехоты, и воинам пришлось отступить. Единственным, кто смог переломить ход сражения, стала Скайлер. В это время она вместе с Элизой сражалась с Дистопией, однако ей пришлось отлучиться. В итоге, пока Элиза ее прикрывала, Скайлер сумела уничтожить этот флагман. Остальные же корабли она не снесла, то ли потому, что они не мешали пехоте, то или из-за того, что мана не бесконечна и нуждается в восстановлении. Скайлер вернулась к бою, прикрывая пехотные войска, однако увидела возникнувший силуэт Ланса, вышедшего из медитации, и поняла, что с Сорой что-то случилось. Ланс же тем временем проникает в самое сердце врат. И сразу пойдем к объяснению некоторых важных моментов. Итак, как же так вышло, что Ланс без каких-либо проблем смог проникнуть на территорию замка Эндерских врат, но не сделал этого намного ранее? Ну, тут все просто. Он не знал о том, где расположен этот замок. Но тогда как он узнал об этом сейчас? А тут еще проще. В диалоге между Скайлер и Лансом последний буквально говорит о том, что способен отследить пустотную магию. А заклинание открытия рифтовых эндер-порталов — это чистейшее проявление пустотной магии. Уже открытые порталы по типу врат не в счет. Следовательно, лорд пустоты попросту почуял, что где-то там, вдали от самого сражения, кто-то, не являющийся его подчиненным, использует пустотную магию. А Сора, как назло, решила перемещаться по территориям привратников с помощью подобных порталов. И пока Ланс медитировал в собственном карманном измерении, в котором он, по-видимому, и хранит все полученные кристаллы, он и почуял возмущение пустотной силы и смог ее отследить. Решив не пачкать руки, Ланс посылает элитный отряд для выполнения грязной работы в миссии по добыче ключа от врат. В бой его вела Далия Скалквинг, она же Скалкокрылая, гибрид драконика и эндермена. Сам персонаж весьма сильный, жаль, правда, что ее способности не помогают ей избежать клинка Соры. И она, я бы хотел сказать, что она погибает, но она всего лишь падает на колени. А спустя некоторое время вообще исчезает из поля зрения. И тут непонятно, то ли она все еще жива и мы встретим ее в будущих эпизодах, то ли она умудрилась свалиться в пустоту, решив составить компанию трупу Инферниуса, которого туда лет через 100 скинет Церис в битве при драконьем шпиле. Ну и свалиться туда далее могла помочь та же Сора. Лично я готов поставить на первый вариант, ибо сомневаюсь, что такого крутого персонажа могут так просто слить. Хотя, о чем это я? В общем, Сора расправилась с отрядом пустотников, порядком так наследив, как их трупами, так и собственной пустотной магией. И при помощи ключа от врат открыла портал, через который и попала на турнир реаниматора по Бэдварсу. Ой, то есть я хотел сказать, в самое сердце врат. Дело в том, что данное место изначально являлось картой для вышеупомянутого турнира, который проходил в начале 2023 года. Немного закулисных историй. В процессе создания клипа Рейн написал в чат разработчиков его Майнкрафт сервера, к которым с недавнего времени отношусь и я. Он написал о том, что ему нужна копия этой карты, и один из сотрудников, Dreams, прислал ему эту копию. А заодно и я прихватил себе экземпляр. И теперь, зная о том, что карта была предназначена для Бэдварса, вернемся к истории. Прибыв к замку, Сора уже хотела отключить врата и оборвать портальную сеть. Однако арканные клинки Ланса, нашедшего ее по магическому следу, помешали ей это сделать. Немного поговорив и обменявшись мировоззрениями, началась битва за владение Мидом. Ну и, разумеется, ключом от врат. Хоть и заклятие арканных мечей Ланса сильно ранило Сору, та все же сумела достойно показать себя в бою на мечах. И я бы очень хотел увидеть сражение Соры и Сиары на катанах. Хотя у меня возникает такое ощущение, будто бы Сора учил Сиару пустотной магии. Эффект, подобный этим, появлялся и в клипе Nightmares. И то ли эффекты похожие из-за технических ограничений программы, то ли Сора действительно обучала Сиару искусству сражения катаной, а также фишкам подобной магии. В конце концов, Ланс и Сиара сдружились не просто так. Возможно, Ланс увидел в Сиаре ту самую девчонку, которую он не сумел победить в прошлом, но в которой видел и великую силу, а также потенциал к магии пустоты. Во всяком случае, я бы хотел в это верить. Это было бы весьма символично. Но вернемся к битве. Заклятие Соры буквально ввергло Ланса в ужас, и он
он даже чуть не погиб. Да, он наколдовал порочный барьер, подобный барьеру из Poison, но магия Соры оказалась ничуть не слабее. Но тут же был и один маленький минус. Сора применила заклятие магии пустоты, а Ланс — лорд пустоты. Логично, что он смог просчитать ее маневры и прервать ее действия. Только он не сумел просчитать кое-что другое. Сора открыла порталы не только вокруг Ланса, но и в отдаленных местах, по типу главного острова Врат, где и происходил основной бой. И вот когда уже стало очевидно, что Сора слила эту катку, через один из ее открытых порталов на миг телепортировался ее тиммейт в лице Скайла и одним красивым ударом почти прихлопнула Ланса, тем самым освободив Сору. Лансу, конечно, повезло, но не сильно. Он сумел уклониться, однако тут же был скован заклинанием магических чакр. Если что, это реальное название данного вида оружия. Подобное же оружие Эндера не только мешает нормально двигаться, но и блокирует некоторые виды магии, такие как телепортация. Что-то подобное мы уже видели, но с арканными мечами Стеллы в клипе Fallen. Видимо, эти заклинания основаны на общем принципе действия. А Сора... Ну а что Сора? Она тоже не глупая и воспользовалась шансом. Ключ в замок, врата отключились, можно и по домам. Ну или куда она там отправилась? Я без понятия. Скорее всего туда, куда люди Ланса еще не добрались. То есть на юг Эндера. Быть может даже Гвендолин или Церис. Кто знает. Ланс, конечно, знатно офигел от происходящего и в порыве гнева, во-первых, вырвался из оков, сокрушив заклинание чакр Скайлер, а во-вторых, попытался подстрелить арканными мечами Сору. Благо она вовремя уклонилась, телепортировавшись в место своей предыдущей битвы. Ну и в-третьих, Ланс решил проучить Скайлер и показать то, на что способен даже с силой двух объединенных кристаллов. Ну, Ланс может призвать очень мощный энергетический луч, корабли там телепортировать из одной точки в другую, буквально за один миг, может отбросить лорда Эндера на пару-тройку метров в стену, и все! Честно говоря, кристаллы постепенно начинают разочаровывать. А где же раскрытие самого потенциала, о котором Ланс рассказывал Скайлер? Ведь подобные лучи мы могли видеть и без использования кристаллов, но с подобными же эффектами. Например, в клипе Poison, когда Кейна от Абигейл откинул аналогичный энергетический луч. Хотя, справедливости ради, Кейн и вовсе не является лордом Эндера, и на тот момент был обычным человеком без дара к магии. В таком случае логично, что заклинание, усиленное кристаллами, оказывает равный эффект на более сильного соперника. В общем, Ланс одолел Скайлер, хотя та особо и не сопротивлялась, ибо уже знала, что не сможет победить своего оппонента. Между ними двумя завязалась занятная беседа, по итогу которой Ланс окончательно показал свое безумство и жестокость. Не то чтобы развязывание полномасштабной войны между народами являлось признаком адекватности, но тут он окончательно вышел за рамки. Ланс поведал Скайлер о том, какими пытками он подвергнет Сору, как только вновь ее отыщет, на что и получил о себе весьма справедливый отзыв. Monster! И вот тут непонятно, Ланс действительно садист, или он просто играет роль, выдавая себя за того, кем по сути и не является. Мы знаем, что он очень любит играть на публику, даже во время сражений, и быть может здесь он использует тот же подход. Но мы также и знаем, что изучение кристаллов, пустотная магия и долгое проведение в изоляции, по словам лорда Фендера, свели Ланса с ума. Но в конце концов он же берет пленных, а значит, что ему как минимум не все равно. Хотя, возможно, он просто будет ставить на них эксперименты или шантажировать ими других лордов Фендера. Поживем увидим. Но если вы увидите ту же Лару Сильвервинг без ее крыльев, то тут уже можно будет вынести однозначный вердикт касательно данного персонажа. А пока что это всего лишь грозные слова, сказанные в порыве гнева для запугивания противника, не более. Ланс любит запугивать своих врагов. Он так делал и с Абигейл в Poison, он также делает и со Скайлер, когда является на поле боя и сразу же исчезает, вынуждая соперника чувствовать свою беспомощность. Однако, наличие проблем с гневом не самая лучшая черта для предводителя фракции. К слову, даже спустя сотню лет, когда Ланс уже потерял свою силу и свое тело, эти проблемы все еще останутся с ним. Но, насколько я понимаю, в меньшем объеме. Выходящая из себя лягушка — это отдельный вид искусства, знаете ли. Да и вообще, если Ланс и проигрывает, то исключительно из-за своей высокомерности. Он предпочитает играть жертвами, считая, что с легкостью победит их. Однако никогда до конца не просчитывает все варианты развития событий. В Poison он решает поиграть с принцессой Незера и расправиться с ней один на один, понадеявшись на то, что его подчиненные справятся с ее попутчиком. В итоге
итоге Ланс получил ранение, и ему пришлось отправить сознание врага в мир кошмаров. Но его вексы погибли, не выполнив поручение, и из-за этого он и сам почти умер, не ожидая, что кто-то знает о том, как материализовывать лук и стрелы в этом пространстве. То есть он проиграл исключительно из-за отсутствия мер предосторожности. И тут то же самое. Он мог победить Сору, однако решил покрасоваться перед ней и в итоге провалил свою собственную миссию. Да и сам чуть не погиб. Будущее изгнание его вообще ничему не научит. Ну да ладно. Думаю, стоит подводить итоги. Клип показал нам очень захватывающее зрелище. Честно говоря, и по анимации, и по хореографии с постановкой все получилось на голову выше, чем все последние работы Рейна вместе взятые. Ну, на мой взгляд. И даже несмотря на то, что изначальный сюжет и конец сериала нам известны, за этим все равно очень интересно наблюдать. Красивые виды, прелестные существа, те же пустотные киты шедевральны и своим присутствием напоминают мне атмосферу из Звездных войн. Ну, точнее, впечатление от концовки сериала Повстанцы, который так недолюбливает истинные фанаты ЗВ. Более того, эти киты, с точки зрения лора, были самым первым транспортом в Энде, еще до приручения драконов и создания кораблей. Дивные существа. Эндерские медузы тоже заслуживают похвалы. Видно, что Олчард Роман поработал на славу. Сама песня в стиле рока также достойна похвалы. Сразу заметно, что Люэл Джон и М.Джей Гуиндон вложили все силы, чтобы сделать данный шедевр. Главный посыл песни — это то, что нужно сражаться. И даже если вам кажется, что все кончено, знайте, это еще не конец. И все только начинается. А еще в песне будто бы есть скрытый подтекст. Ну, сами судите. Песня посвящена событиям, творящимся в Энде. Там разгорается война, и мир лирического героя уже не станет прежним. Протагонист попросту не узнает свой дом, свою родину. It's not the end. Это уже не end. Это не моя родина. Мой дом встал на путь войны, но это еще не конец. Как-то так мне видится посыл этих строк. К слову, в сравнении с MP3 версией, данная песня была немного удлинена. По-видимому, для того, чтобы можно было уместить диалог персонажей в рамки проигрывания бита. А я еще с этим наумучился во время создания перевода, когда думал, что это я криворукий и просто что-то неверно свожу. Но что важнее, удлинение песни никак негативно не повлияло на ее качество. Так что все в норме. Но я все еще с нетерпением жду ремейка его песни Beyond the Grave. You were chosen. TJ, if you are watching this video, know this. I am waiting for your full-fledged video for your song Dinayo. Что касается самого сюжета, то следующий шаг нам известен. Ланс вторгается на Эроманский анклав и Лайтборнские острова и собирается забрать еще 2 кристалла. Но что же тогда произойдет с захваченными территориями и их обитателями? Как я уже сказал ранее, Ланс не желает устраивать тотальное истребление. Скорее всего, он просто присвоит все полезные ресурсы других королевств на благо собственного. Не военные лица же и гражданские завоеванного королевства продолжат свою повседневную жизнь за исключением новых правил, установленных островами пустоты. Ведь, как однажды сказал Рейн, большинство лордов и военачальников Эндера не любят казнить тех, кто уже сдался, то ли из уважения к ним, то ли из-за того, что они не дикари. К примеру, та же Арабелла имела все шансы казнить Церис на полуострове Мрака, но вместо этого ее просто связали и даже оставили нетронутым драконье яйцо. Поэтому я верю в то, что у мирных людей все будет хорошо. Ну, конечно же, если так можно сказать об оккупации чьей-либо родины. Благодаря дополнительной информации мы примерно можем понять, какой силой будет обладать Ланс, имея на руках конкретное количество кристаллов. Однако я озвучу лишь важные сведения. Как было сказано ранее, наличие хотя бы 2 эндер-кристаллов позволяет перемещать флот на короткие расстояния и колдовать разрушительные лучи. 3 кристалла просто усиляют их свойства, а также позволяют создавать порталы и перемещаться в неизведанные регионы, подобно Арабелле. Но Лансу это ни к чему. 4 же кристалла позволят ему призвать шар солнечного света гигантских размеров, что будет не очень полезно, кроме как для борьбы с вампирами. И зная это, я могу сделать вывод, что захватив Лайтборнские острова и Эроманский анклав, Ланс начнет вторжение в Умбральное королевство. В нем проживает раса вампиров, владеющая магией крови. Чую, что и тут не обошлось без вдохновения аниме под названием «Клинок, рассекающий демонов». А значит, от встречи с вампирами и их предводителем Марселем можно ожидать много эпичных сражений и заклинаний. Само королевство находится на юге, а трейлер говорит о том, что к моменту захвата южных земель Церис уже начала действовать и потихонечку собирать союзников. Само собой, останется еще несколько незахваченных территорий. Шалкерское королевство и владение принцессы и принца Эндермитов. Как раз у них и можно будет добыть еще пару кристаллов для коллекции Ланса. А кульминацией сериала, на мой взгляд, станет добыча 7-го кристалла. Ведь именно 7 эндер-кристаллов позволят Лансу активировать врата, без использования основного
нового ключа, а значит и вторгнуться в другие миры. А учитывая, что технологии Азуры основаны именно на кораблях Эндера, уверен, что Ланс сумеет активировать врата, но его успеют остановить наблюдатели Эндера, разбив или стащив у него пару кристаллов. В общем, в Энде намечается довольно увлекательное зрелище, которое я обязан не упустить. А пока что на этом все. Надеюсь, что я смог дать ответы на все вопросы, которые могли бы у вас возникнуть касательно данного клипа. Если это не так, пишите их в комментариях, постараюсь ответить. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был Алекс Кларк, огромное спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока. Увидимся когда-нибудь завтра. Пока!